Сегодня мы будем говорить о корпоративах. Будем читать новости про корпоративы, какие будут корпоративы в 2020 году, то есть в этом году, и вообще будут ли корпоративы. Тема очень интересная. Почему? Потому что, во-первых, пандемия, локдауна в России все еще нет, но, например, в Москве не работают кафе, рестораны, бары, не работают по ночам, и даже если они работают вечером, то нужно регистрироваться, чтобы попасть в кафе, бар и ресторан. Если вы хотите пойти в ночной клуб, то тоже необходимо регистрироваться. Ночные клубы работают, кафе, бары, рестораны работают, но у всех определенное время, и у всех есть правила, как туда нужно ходить. Если это ночной клуб, то нужно регистрироваться. Если это кафе, бар или ресторан, то ведь по ночам они не работают, это точно. И с каждой неделей, каждая новая неделя какие-то новые правила, но локдауна так все еще нет. И говорят, что в Москве, например, я говорю только про Москву, не знаю, как в других городах, потому что каждый город решает сам. И в Москве, например, новогодние праздники будут очень-очень небольшими. Хотя вы знаете, что в России мы отдыхаем очень долго. Но вот эти новогодние праздники будут небольшими. Почему? Потому что все будет закрыто. И даже не знаю, что люди будут делать в это время, кроме того, что сидеть дома и делать что-то дома. Так, ну ладно. Итак, обычно перед Новым годом всегда на работе проходила вечеринка. Эту вечеринку мы называем корпоратив. Корпоративная вечеринка или просто корпоратив. Обычно это всегда что-то очень большое, что-то масштабное, очень веселое. Всегда готовятся и администрация компании, и сотрудники, то есть коллеги, все готовятся, потому что это всегда что-то очень большое, веселое и супер-пупер. В этом году корпоративы будут. Я, честно, думала, что их не будет. Они будут, но другой формат. И, конечно, не все компании будут устраивать корпоратив. Но почему не все? Как раз мы это с вами сегодня и прочитаем. Названа главная причина отказа от корпоративов. И это не коронавирус. Итак, все слова мы с вами здесь знаем и начнем читать. Забыла сказать, если у вас есть какие-то вопросы по теме статьи, пишите, и в конце эфира я обязательно отвечу на ваши вопросы. Итак, большинство российских компаний не планируют проводить новогодние корпоративы в этом году. Главную причину этого назвал в интервью радио «Спутник» зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Большинство, то есть это не все, да, ну вот, например, если это у нас все, то только, не знаю, там 20-30% будут проводить, а большинство, то есть больше компаний, чем будут, больше компаний не хотят, не планируют проводить корпоративы. Обратите внимание, если это у нас какой-то праздник, конференция, фестиваль, неважно, мы можем его проводить. То есть это как вариант, чтобы он был. Мы его проводим, корпоратив. Главную причину
мы сейчас с вами как раз узнаем эту главную причину. В этой статье назвал заместитель председателя. Заместитель – это у нас помощник. Председатель – это как босс, руководитель в профсоюзе, независимых профсоюзов. Профсоюзы – это как раз офисы компаний, которые занимаются, которые решают, что будут делать люди какой профессии. Мы их называем профсоюзы. Итак, это начало. Дальше. На Новый год корпоративов не будет у 81 компаний в России. Таковы итоги исследования сервиса Работа.ру. Данные получены в результате опроса 1500 представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов Российской Федерации. РФ – это Российская Федерация. Как я вам сказала, да, 81% компаний не планируют проводить, не будут проводить корпоративы. Получается, 19% будут проводить. Откуда эта информация? Почему они так думают? Это говорит Работа.ру. Работа.ру – это такой сервис, ну, вообще это сайт в интернете, и где вы, если вы приезжаете в Россию, можете зайти на Работа.ру и найти там вакансию для себя. Но они занимаются поиском информации, то есть они структурируют информацию по разным темам, что касается работы, профессии и так далее. Вот для них стало интересно, что будет с корпоративами в 2020 году. И они узнали информацию. Данные – это факты, это разная информация. Они получили эту информацию, 81%, получили в результате опроса. Что такое опрос? Здесь вы видите на английском, я вам написала, но опрос – это когда вас спрашивают, вы отвечаете, и потом проверяют результаты. Кто на какой вопрос как ответил. Кто как ответил на какой вопрос. И в процентах определяют, что думают люди. Вот это называется опрос. И провели опрос у очень большого количества компаний. Это в опросах участвовали и руководители компаний, и HR-директора. То есть это люди, которые как раз занимаются сотрудниками в компании. Рекрутеры – это как раз те, которые ищут сотрудников, занимаются поиском вакансий, HR-специалисты и так далее. Не только в Москве, но во всей России. Я сначала, когда читала эту статью, я думала, ну понятно, все закрыто, локдаун, зачем? Все будут еще больше болеть. Но здесь совсем другая причина. Интересно, как вы думаете, какая? Согласно данным опроса, 1/6 часть компаний, это 15%, все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате. Так, 81% компаний не будет устраивать корпоратив. Второй вариант – проводить корпоратив, и второй – устраивать корпоратив. То же самое – проводить конференцию, устраивать конференцию, проводить фестиваль, устраивать фестиваль. Возвращаемся. 81% не будут проводить корпоратив, 15% будут, и они собираются, то есть они думают, где будет корпоратив. В офисе у себя на работе или
Другие площадки – это кафе, рестораны, клубы и так далее. И 4% они хотят сделать корпоратив, то есть устроить корпоратив, но дистанционно. И я, кстати, знаю, что некоторые компании уже делали такой вариант корпоративов весной. Я не понимаю. То есть обычно на корпоративе пьют алкоголь. Дети, не смотрите этот эфир. Обычно на корпоративе пьют алкоголь, и как это можно делать с компьютером или с телефоном? Так вот, выпьем за нашего директора и так далее. Но планируют сделать так, 4% компаний. Дальше. Причины. Вот теперь самое важное. Причины отказа от новогодних корпоративов у компаний могут быть разные. Но есть одна общая черта, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его словам, дело не только в пандемии. Корпоративы – это зеркало экономической ситуации в компаниях. У большинства компаний сейчас экономическая ситуация либо напряженная, либо плохая. Самое важное – причины. Почему не будет, почему новогодних корпоративов не будет? У всех, конечно, все могут говорить совершенно разные причины, но одна общая причина, и это не пандемия, не коронавирус. Это то, что экономическая ситуация стала хуже. Здесь заместитель председателя говорит, что корпоративы – это зеркало, да, то есть, конечно, на корпоративы компания отдавала очень-очень много денег, но это был такой вот как сплочение коллектива, коллектив вместе лучше работает. Вариант подарка от компании для сотрудников на Новый год, может быть и так. И корпоратив – это зеркало ситуации в компании, сколько денег, какие экономические проблемы есть у компании. И очень много компаний, которым, конечно, сейчас очень трудно. Здесь два варианта. Напряженная ситуация. Напряженная – это, вот знаете, когда прям волнуетесь, она у вас прям стрессовая, тяжелая ситуация. Или просто плохая. Значит, все напряженное. Очень часто мы говорим, когда вы еще не знаете, что будет хорошо или будет плохо. Такой вот момент, когда вы очень сильно нервничаете, все время находитесь в стрессе. Плохая, все. Стресс уже очень-очень сильный, и уже даже не надеетесь, что будет хорошо. Так. Нет новости в том, что большинство компаний откажутся от новогодних корпоративов. Это логичный шаг. Кто может, те проведут корпоративы в сокращенном варианте. Все-таки работодатели не обязаны проводить корпоративы. Это добрая воля. Это не записано даже в коллективном договоре. Если его не проводят, значит, с деньгами плохо, сказал Александр Шершуков в интервью радио «Спутник». Мы уже с вами сказали, да, большинство компаний не будут проводить корпоративы, и Александр Шершуков думает, что это логично. Если даже компания будет проводить, то не будет проводить это, как обычно, очень-очень масштабно, а будет какой-то такой маленький вариант, маленький формат. Почему? Это не обязаны они делать, то есть это не обязаны проводить, это добрая воля, очень хорошая фраза, добрая воля, то есть это то, что вы хотите, это ваше желание, только вот то, что вы хотите сделать что-то хорошее, что-то положительное, это ваше желание, ваше право, вас никто не говорит «надо», «ты должен», нет, это просто «хочешь», делай. Не хочешь – не делай. Мы называем это добрая воля. Этого нет в контракте.
И если компания не проводит, значит проблемы с деньгами. Как раз здесь так и написано. Проблемы с деньгами. Так, но я хотела вам еще рассказать, какая была... Это была новость, кстати, вот то, что мы с вами читали, новость. Эта новость была вчера, 2 декабря. Как вот провели опрос, и вот результаты опроса. Но раньше, совсем-совсем недавно, получается, где-то 2 недели назад, 19 ноября, была другая новость, что одна очень большая компания в России, это государственная компания, планировала провести корпоратив на 5 миллионов рублей. Есть компании, у которых вот кризис, экономический кризис, они даже не могут собрать коллектив вместе и устроить какой-то праздник. А у одной компании есть такие возможности, есть такие варианты, и это государственная компания. Очень много было информации, вообще вот в локдаун, во время пандемии, очень много разных новостей про кто, какая компания, сколько заработала во время пандемии, кто что покупает в подарки своим коллегам на Новый год. Очень много таких статей мы с вами не читали, и вот первый вариант, она была 2 месяца назад. Итак, в Главном управлении по обслуживанию дипкорпуса, он называется главУПТК, при МИД России опровергли сообщение СМИ о том, что ведомство якобы планирует устроить новогодний корпоратив за 5 миллионов рублей. Итак, начнем сначала. МИД России – это Министерство иностранных дел. То есть это министерство, department или ministry, которое занимается дипломатическими отношениями с другими странами. То есть это дипломаты, которые живут в других странах, которые приезжают, уезжают, которые налаживают, мы называем это налаживать контакт, то есть чтобы хорошие отношения были с другими странами. Этим занимается МИД России, Министерство иностранных дел. И в МИДе России есть вот такое вот Главное управление по обслуживанию дипкорпуса. МИД – это как раз дипломатический корпус. Дипломаты работают в МИДе. Министры, дипломаты, чиновники. И и вот Главное управление по обслуживанию – это как раз сервис, такая вот сервисная служба, которая помогает людям, которые работают в МИДе. Очень сложная система. И это ведомство, эта организация, были слухи, может быть, здесь говорят, что это как сплетни. Слухи – это то, что вы слышите, не обязательно, что это правда. Сплетни, gossips, что они будут делать корпоратив на 5 миллионов рублей. И вот 19 ноября они говорят, что это неправда. То есть они опровергли, сказали нет, это неправда, что будут проводить такой корпоратив. Но интересно, давайте посмотрим дальше, что они говорят. Ранее некоторые СМИ сообщали, что главУПТК при МИД якобы планирует отпраздновать Новый год в ведомственном отделе Moscow Country Club в Подмосковье, несмотря на ограничительные меры. Как разъяснили в управлении, средства потратят на вечеринку для клиентов гостиницы, относящейся к главУПТК. Это очень интересные фразы. Смотрим. Раньше некоторые СМИ, то есть некоторые медиа говорили, что якобы это такое слово, чтобы показать, может быть, будет, может быть, не будет. Это как раз вот слухи, сплетни, gossips, не факт. Кто-то где-то услышал, кто-то где-то сказал, об этом сразу сообщают. Якобы, может быть, кстати, может быть.
планируют отпраздновать, то есть отметить, to celebrate Новый год в Подмосковье, в очень дорогом отеле Moscow Country Club. Первое, что я узнала, что Moscow Country Club относится к Министерству иностранных дел. То есть это ведомственный отель. Ну ладно. Они хотели провести там корпоратив, даже если вот ограничительные меры, то есть это вот restrictive measures, то есть вариант локдауна, неофициальный локдаун, когда там в масках носить, когда перчатки и так далее, ну, когда проблемы. Как сказали в управлении, это вот как раз сервисное управление, как сказали в управлении, объяснили, разъяснили, средства, то есть это деньги, средства, все эти 5 миллионов будут тратить на вечеринку, то есть вечеринка будет, но вечеринка будет не для Министерства иностранных дел, а для клиентов гостиницы. Кто в это время будет находиться в гостинице Moscow Country Club, тот попадет на вечеринку. То есть это не корпоратив, а это вот праздник для клиентов гостиницы. Мне кажется, что это примерно то же самое. Может быть, конечно, я что-то не понимаю, но по тексту, если вы будете клиентом этой гостиницы в это время, то вы тоже попадете на эту вечеринку. При том, что эта гостиница, этот отель, это ведомственный отель, то есть он относится к Министерству иностранных дел. Логично все. Глав УПДК добавили, что праздник будет проведен с учетом ограничительных мер, действующих в Московской области на дату праздника. Тоже очень интересная фраза, что праздник будет, 5 миллионов они потратят, праздник пройдет не в Москве, а в Подмосковье, и будут ограничительные меры, да, так как пандемия, будут ограничительные меры, но не те, которые в Москве, а те, которые в Подмосковье. А мы знаем, что в Москве ограничений больше, самые сильные ограничения, наверное, это только в Москве, ограничений больше, чем в Подмосковье, то есть территория вокруг Москвы и в других городах. Мне кажется, это было просто супер интересно узнать, что... И теперь вопрос, опровергли ли они свое сообщение или нет? То есть они сказали, да, праздник будет, но это будет не корпоратив, это будет вечеринка для клиентов гостиницы. Очень нравится мне эта статья. Ну, в общем, причину, почему не будет, многие компании не будут проводить корпоратив, мы с вами узнали. Потому что финансовый, экономический кризис во многих компаниях. Просто у компаний не будет лишних средств, то есть лишних денег, свободных денег, чтобы провести новогоднюю вечеринку. Все очень логично. Я вам вначале сказала, я была уверена, что вообще никто даже не будет думать о корпоративах. Но, может быть, я так говорю, потому что не работаю сейчас, работаю только сама, и у меня самой для себя делать корпоратив могу хоть каждый день. А если люди работают в компании, может быть, конечно, они устали, и им нужен какой-то праздник, но компании не могут сейчас себе позволить устраивать вечеринки, устраивать корпоративы. Вот такая вот статья у нас с вами была сегодня. Если вам что-то непонятно, если у вас какие-то дополнительные вопросы, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. И что вы думаете про вот эту вот вечеринку в Moscow Country Club?